Оригинальное название фильма дословно переводится как «Свободный парень». Да, он по сюжету открыт для отношений, так как находится в поиске пары, вечно грезящей найти девушку своей мечты, но не это закладывалось в название кино, а точное отображение, передающее суть истории этого главного героя, в чем выражается его свобода, так это то, что он освободился от установленных ограничений игры, внутри которой он находится. Главного героя играет Райан Рейнольдс. Я люблю этого актера за его комедийное амплуа. По моему мнению, это его жанр, куда он отлично вписывается и смотрится органично. Фильм главный герой в жанре фантастика, боевик и комедия. Конечно, по большей части это комедийный боевик, и главное у него это развлечь зрителя. И ругать кого-то или придираться к актерской игре не вижу никакого смысла. Я к тому, что от многих услышал, что Райан Рейнольдс в роли Райана Рейнольдса или Дэдпула, или он совсем не играет и не старается, что прям некрасиво так говорить, это во-первых. Во-вторых, у фильма задача развеселить и хорошо провести время, а не где главный герой должен поразить всех, я не знаю, своей блестящей драматической игрой и будет есть сырую печень и спать внутри убитой и споротой лошади. И в то же время вместе с нападками на Рейнольдса все почему-то бьются в экстазе от Тайка Вайтити, что он там просто какой-то гениальный злодей, поражающий игрой, мастер перевоплощения. Как по мне, так он просто вел себя как инфантильный мудак, который в какой-то момент слетел с катушек. Тоже прикольный персонаж, но я бы не сказал, что прям какой-то вау, и не стал бы выделять его на фоне остальных актеров и второстепенных персонажей. Все довольно на одном уровне. Главный герой фильма, главный герой — это обыкновенный парень по имени Парень. Нет, я не тронулся умом, все так и есть. И этот парень, он обычный банковский клерк. Каждое утро он просыпается с улыбкой на лице, радуется новому дню, одевается в рабочую одежду и по пути на работу покупает самый вкусный в мире кофе. И этот парень, он не аватар живого человека, сидящего по ту сторону экрана, который играет и управляет им. Это просто кусок кода в игре, который из раза в раз ведет себя по заданному алгоритму. Но в какой-то момент происходит так, что этот персонаж по имени Парень, скажем так, ломается, и у него появляется самосознание. После чего тот начинает отклоняться от заданного сценария игры и вести себя так, как ему хочется, проявлять свободу воли. Ему становится интересно, почему так называемые герои его города носят черные очки. И будучи вежливым и воспитанным, он просит одного из игроков одолжить ему очки на пару минут, чтобы взглянуть через них на окружающий мир. Получив очки, персонаж по имени Парень надевает их и видит все так, как видят живые участники игры. Но понять, что это нереальный мир, он не может. Как в принципе и мы не можем понять, происходящее все вокруг, оно реально или виртуально. Фильм очень красочный, он насыщенных цветов и яркая, привлекающая, радующая глаз картинка. Несмотря на то, что по своей задумке фильм главный герой это легкая, простая, развлекательная экшн-комедия, он все же не лишен смысла, а некоторые диалоги персонажей или совершенные поступки заставляют призадуматься. Например, момент в кафе, когда у главного героя развивается самосознание, и он заказывает кофе не как обычно, который он заказывал каждый день, который покупают все остальные, а отклоняется от толпы и хочет чего-то новенького. В каком-то смысле пошел против системы игры, чем привлек внимание окружающих, которые были готовы просто накинуться на него и разорвать, и убить его за такие нахальные выходки, желанием не быть таким, как все. Или когда между персонажами возникает диалог о нереальности мира, на что один из них отвечает: ну и что этот мир нереален, что это меняет? С чем я полностью согласен, что можно применить и к нашей жизни. Если, например, наша жизнь, допустим, мы все в компьютерной какой-то симуляции, или все нереально, или это чей-то сон, или бред сумасшедшего, по сути, это ничего не меняет, и нам также нужно проживать свою жизнь. Фильм главный герой наполнен разными отсылками на поп-культуру, популярные фильмы, компьютерные игры и порадует неожиданными камео звезд. Главный герой перекликается с такими фильмами, как «Геймер», «Матрица», «Первому игроку приготовиться», «13-й этаж», «Мир Дикого Запада», «День сурка», «Трон наследия», «Шоу Трумана», «Начало» и «Чужие среди нас», где в последнем по сюжету фильма простой парень, рабочий строитель Нейда, которому
не очень везет в жизни, находит необычные солнечные очки, надев их, он получает возможность увидеть мир таким, какой он есть. И в фильме главный герой буквально есть прямая отсылка к фильму Карпентера, где герой Рейнольдса просит своего друга взглянуть на мир через эти солнцезащитные очки. Касательно дубляжа на русский язык, я похвалю ребят, справились на отлично, постарались, молодцы. Но есть небольшое но. И тут уже не их косяк, а дело в том, что часть шуток убиваются переводом на любой язык, потому что происходящая игра слов в фильме на оригинале, ее невозможно адекватно передать, перевести или адаптировать эти шутки, которые вращаются вокруг, например, слова skin, да? Nice skin. Thank you. That's sweet. How'd you get it? Well, mostly genetics, I think. I'm pretty lucky. I have naturally dewy skin. Listen up, Neutrogena. You know you can't go around looking like that. The rules are clear. And another thing, you can't hack the NPC avatars. No, sir. It screws up the mission load, Screws and them it up. makes the game look bad. Horrible. I got like 5% of that. Lose the skin. I lose. How am I supposed to get rid of my skin? Take it off, man. Который переводится как кожа, а также skin — это внешний облик персонажа в игре. Поэтому, как это нормально передать зрителю, да еще и с юмором, да, честно говоря, я даже и не знаю. Но это не критический фактор, от которого все зависит, а так просто мое наблюдение. А фразы типа «жарю колбаски на Аляске» и «ты ходячая реклама шампуня», если это было в оригинале и так мастерски переведено, за это плюс. А если этого не было в оригинале и от себятины, я впервые за такое двойной плюс накину. Мне очень понравилось музыкальное сопровождение фильма. Оно также зацепило, название я оставлю в описании под роликом, а также звуковое сопровождение тоже очень классное. Композитор фильма Кристоф Бек, огромный вам респект, сделал классную качественную работу. Сравнивая два свежих крупных фильма одного жанра, комедийный боевик «Главный герой» и «Отряд самоубийц 2», хотя у первого фильма бюджет в 2 раза меньше, он вышел намного лучше по всем фронтам. И если у вас стоит выбор, на что пойти в кино, то определенно, без сомнений, идите на главного героя, особенно с учетом всего ранее сказанного. Я от просмотра получил огромное удовольствие, фильм развлек и поднял настроение. И даже глядя на рейтинг обоих фильмов, у главного героя процент зрительских симпатий выше, чем у «Помойного отряда», где этот же рейтинг продолжает падать. И на удивление рейтинг критиков очень высокий, чему я до сих пор удивлен и не могу поверить. Уж очень оно подозрительно выглядит, будто куплен и накручен, чтобы насильно протолкнуть и накормить говном зрителя и отбить кассу. Если вы уже посмотрели фильм «Главный герой», поделитесь своим впечатлением. Если вы посмотрели несколько новых крупнобюджетных фильмов, поделитесь, какой вам понравился больше и почему. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.